Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами уделим внимание дате вашего рождения и поговорим о том, как первая цифра вашей даты рождения влияет на вашу жизнь, на вашу судьбу, а также на какие моменты вам стоит обратить внимание. Друзья, обязательно к просмотру каждому человеку. Обязательно просмотрите не только свое число, дата рождения, но и также тех людей, с кем вы проживаете и имеете тесный контакт, для того, чтобы понимать и знать очень много нового. Итак, друзья, очень важную роль, как вы знаете, в нашей жизни играет число нашего рождения, так как с этой цифрой мы связаны очень сильно, и она влияет на нашу жизнь, энергии, которые мы притягиваем, на наше биополе и способна указать на сильные и слабые стороны. Благодаря этим знаниям можно узнать, что стоит развивать, чему придать больше значения, а на что стоит обратить внимание и укрепить это. И вы знаете, что цифры обладают особой силой, а цифра, которая принадлежит каждому человеку, она для него особенная, ведь она способна оказывать сверхъестественное уже влияние на саму судьбу. Итак, если вы родились 1 числа, то знайте, 1 числа рождены целеустремленные люди, которые стремятся попасть в категорию лидеров. Им нравится, когда на них обращают внимание, берут с них пример, пусть даже в каких-то обыденных ситуациях. Они любят проявлять себя. В большей степени это получается у них делать в моментах, связанных с творчеством. И если вы не видите у себя на данном этапе таких возможностей, подумайте о том, от чего вы бы получили удовольствие, и займитесь этим в полной мере. Если вам нравится вышивка, вышите что-то, и вы увидите, как занятие любимым действием поможет открывать вам в себе что-то новое. Упорные, смелые, тактичные, но к негативным качествам относится непоколебимость, неуступчивость, и от этого вам нужно избавляться для того, чтобы привлекать энергии, те энергии, которые вам нужны для вашего развития. Если вы родились 2 числа, знаете, 2 числа рождаются люди, которые очень добры сердцем, они готовы помогать даже тем, кого практически не знают. Благодаря этому попадают часто в любимчики Вселенной, и она помогает им получать в свою жизнь то добро, которое они дарят другим. В основном таких людей окружают только искренние и хорошие люди. Они строят счастливые семьи. С легкостью могут начать свое дело, и оно обязательно будет успешным. Из них хорошие появляются партнеры в бизнесе, руководители, так как они не только честные, но и стараются ко всем относиться с пониманием. Это, как правило, чистосердечные, умные, душевные люди. А вот к негативным качествам можно отнести то, что они не воспринимают критику, и если чувствуют, что кого-то подвели, могут сильно расстраиваться и даже опускать руки. Но этого делать не нужно. Даже самые успешные люди способны допускать ошибки. Их не допускают только те люди, кто ничего не делает. Помните, пожалуйста, об этом. Если вы родились 3 числа, то знаете, что 3 числа рождаются люди романтической натуры. Они интеллектуальны, умеют использовать это свое качество не только во благо себе, но и других. Им нужно постоянно откуда-то черпать вдохновение, влюбляться, поэтому порой это мешает построить крепкие отношения, особенно если партнер не умеет удивлять. Если возникает такая ситуация, и вам хорошо возле человека, стоит научиться брать инициативу в свои руки и показывать пример. Научитесь ценить то, что у вас есть, и вы увидите, насколько это все начнет вас радовать день изо дня. Вы мыслители, которые начитанные, вы образованные люди, которые умеют анализировать, видеть то, что другие даже не замечают. А негативными качествами являются прямолинейность, раздражительность. Поэтому возьмите под контроль эти чувства, чтобы они вам не мешали. Вы увидите, сколько всего нового и интересного вы можете развить в себе и открыть. Далее, если вы родились 4 числа, как правило, 4 числа рождаются целеустремленные, умные, надежные люди, которые живут благоприятной и наполненной положительными эмоциями жизнью, не боятся работать, ставят перед собой различные цели и добиваются их, умеют располагать к себе людей,
пользуются у них уважением. На таких людей всегда и во всем можно положиться. Они создают крепкие, любящие семьи. Любые неудачи воспринимает как урок, делая правильные выводы. Не боятся работать, благодаря труду никогда ни в чем не нуждаются. Готовы браться за любую работу, если нужно, не боятся подзарабатывать. Деньги приходят к вам в нужном количестве, но порой связь с денежной энергией у вас ослабевает, поэтому нужно ее периодически привлекать, проводя для этого нужные ритуалы, практики и обряды. Вы удачливые, в то же время вы молчаливые и оптимистические люди. Негативными качествами является ваше упрямство, вспыльчивость, поэтому стоит научиться вам уступать периодически, и это поможет вам в различных ситуациях. Далее, если вы родились 5 числа, как правило, 5 числа рождаются свободолюбивые люди, которые никогда не позволят собой командовать даже близким или родственникам, но и в ответ будут уважать чужое мнение, давая полную возможность проявлять себя. Порой допускают ошибки, когда стараются осуществить все и сразу, так как есть шаги, которые нужно тщательно просчитывать, продумывать, взвешивать, а только затем совершать, чтобы не попадать в ненужные и в какие-то обидные ситуации. Они верны как принципам, так и людям. Они честны, отзывчивы, не боятся поделиться последним, а вот к негативным чертам характера относятся скрупулезность и поспешность. Далее, если вы родились 6 числа, как правило, 6 числа рождаются люди, которые со всеми людьми стараются установить близкие отношения, окружить себя взаимопониманием. Им важно ощущать уважение и от того, кого они считают близкими людьми. Это очень талантливые люди, они умеют красиво рисовать, писать стихи, танцевать, петь, готовы подсказывать во всем, если к ним обратятся за советом. Проявляя чистосердечие, не откажут в помощи, даже если им придется отдать последний кусок хлеба, и сделают, что немаловажно, это без сожаления. Темпераментные, романтичные, добрые, а вот негативными качествами является чувство собственности, которое в большинстве случаев данные люди не замечают. Нетерпеливы, если что-то захотели, это должно появиться в их жизни, как говорится, еще вчера. Вам нужно научиться все делать не спеша, тогда жизнь будет наделена только прекрасными событиями. Далее, друзья, если вы родились 7 числа. 7 числа рождаются умные, целеустремленные, осведомленные люди. Им нравится добиваться успехов, показывая окружающим свои способности. Даже если у вас что-то не получается, вы будете пробовать сделать все правильно до тех пор, пока результат не будет вас радовать. Это хорошие руководители, сотрудники, на которых можно положиться в любых вопросах и доверить абсолютно все. Они гуманны практически во всем, но никогда не позволят обижать себя, свою семью, обозначив черту, за которой не стоит переходить тем, кто не хочет получить такого врага. Не будут терпеть и наглую ложь. Они нежны, милы, догадливы. Негативными качествами является непоколебимость, можно сказать, даже в какой-то степени чрезмерно упрямы. Далее, если вы родились 8 числа, запомните, 8 числа рождаются люди, которые любят власть, любят командовать и управлять. С другой стороны, это отличные начальники, руководители успешных проектов, это властные люди с аналитическим складом ума. Они всегда должны быть уверены в следующем дне, поэтому у них все по тщательному графику, который расписан на много времени вперед, а также под контролем. Это, как правило, преданные, настойчивые, надежные люди. К негативным качествам относятся одиночество, жестокость, неумение контролировать свою жизнь и эмоции. Это нужно вам изменить, пока вы не утратили сами себя, так как деньги – это, конечно, хорошо, но не нужно забывать за душевность, так как результат может быть неудовлетворительным. Далее, если вы родились 9 числа. 9 числа рождаются люди, которые полагаются на инстинкты, которые любят командовать, не умеют воспринимать окружающий мир в разных вариациях. И у них либо все плохо, либо наоборот все отлично.
Поэтому стоит научиться видеть золотую середину. Верные спутники в жизни, отличные друзья, хорошие партнеры, бизнесмены всегда до конца доводят любое дело, за которое берутся. Умеют радоваться за успехи людей в своем окружении. Они счастливчики, не влюбчивы, но, найдя любовь, ценят это и берегут. Считают, что это на всю жизнь. Стараются не замечать недостатки в других людях. Ценят людей за то, что они дарят окружающим, и за то, какие энергии они способны излучать. Они снисходительные, но не терпят тех, кто постоянно на что-то жалуется. Дальновидные, спокойные, к негативным качествам относятся хитрость, недоверчивость и самобичевание. Если вы родились 10 числа, то знаете, 10 числа рождаются креативные люди, поэтому нужно использовать это себе во благо. Не бояться что-либо менять и не думать, как сделать так, чтобы всем было хорошо. Стоит больше думать о себе. Любите думать о высоком и много размышлять на разные темы. Проводите время в кругу близких людей. Вы любите гулять на природе, черпая из нее силы. Люди из вашего окружения любят вас, так как от вас веет уверенностью, добротой души. Вы не любите интриги, никогда не будете сплетничать, вам жалко тратить даже на это время, которое вы можете потратить с пользой для себя и получить то, о чем вы так мечтаете. Вы отходчивы и способны прощать обиды, поэтому стоит вам больше внимания уделять отношениям с деньгами, изучать правила, которые с ними связаны. Вы приветливые, правдивые, амбициозные люди, а вот к негативным качествам относятся нетерпимость, эмоциональность, также вы и неисправимые мечтатели. Далее, если вы родились 11 числа, вы знаете, 11 числа рождаются одни из самых сентиментальных людей. Предприимчивые, трудолюбивые, они всегда стараются жить разнообразной, прекрасной жизнью, излучая жизнерадостность и любовь. Все, кто сталкивается с ними в жизни, счастливы от этого, так как такие люди оставляют за собой прекрасный след. Материальные ценности не важны для них, они следят только за своей жизнью и не вмешиваются в другие. Принятые решения не будут меняться благодаря этому, они успешны во многих сферах своей жизни, так как, выбрав определенный путь, придерживаются его. Они стараются уделять близким людям много внимания, так как желают всячески показать им, что они счастливы от того, что судьба сделала им такой подарок. Деликатные, смелые, умные, а вот к негативным качествам относится уныние, которое порой находит, а также, возможно, расположенность к депрессиям. Если вы родились 12 числа, то знаете, 12 числа рождаются люди, которые любят доминировать. Это активно, это успешные. Такие люди не любят, когда ними управляют, поэтому в большинстве случаев организовывают свое собственное дело или же работают на дому, что дает им возможность быть предоставленными самим себе. Они окружают себя только теми, кто подходит им по духу, и теми, кого считают равными. Такое восприятие окружающих людей с одной стороны создает им трудности, а с другой они всегда находятся в своей стихии. Им не приходится переживать ни о чем. Также они знают, что в любой сложившейся ситуации не останутся наедине с проблемами. Если видят, что кто-то не прав или же некрасиво посыпает, молчать такому человеку не будут никогда. А вот элегантность, их чувствительность, утонченность, правда, к негативным качествам относится замкнутость, зажатость, любопытство. Поэтому, если у вас получится избавиться от присущего вам такого качества, на ваше место придет то, чего вам не хватает в жизни. Поэтому попробуйте, и вам обязательно это все понравится. Далее, если вы родились, друзья, 13 числа. 13 числа рождаются люди, которые желают добиться успеха во всех сферах своей жизни, но при этом распыляются, не сумев сконцентрироваться на чем-то определенном. Поэтому вам нужно начать с одной сферы, а затем передвигаться к другим. Тогда все будет получаться с легкостью и занимать меньше времени и сил. Способны очень много схватывать моментально и охватывать большой объем информации. Часто начинаете довольствоваться достигнутым и не желаете покорять новые вершины. Можете с разнообразной и полной приключений жизни переключаться на монотонную. Вы пессимисты порой, но никогда и ваша эта черта не будет портить вам настроение. Вы даже не акцентируете на этом внимание, и периодически вам нужно кому-то изливать свою душу, чтобы все было хорошо.
постоянство, ум, стабильность, а вот к негативным качествам относятся ревность, лень и рассеянность. Далее, друзья, если вы родились 14 числа, вы знаете, именно 14 числа рождаются сентиментальные, душевные люди, обходительные, но только с теми людьми, которых уважают. Вы умеете читать людей, поэтому не терпите тех, кто старается показать себя тем, кем не является. Вы не будете общаться с теми людьми, которых интересуют только деньги. Вы любите проявлять амбиции, часто делаете это в неподходящий момент, чем сами себе вредите. Поэтому стоит усвоить, что амбиции не всегда хорошо, а лучше действия. Вы часто неправильно располагаете деньгами и это может сопровождаться денежными потерями, поэтому стоит научиться копить их. Вы окружены благоприятной аурой, вы страстные натуры, которым нужны такие же партнеры. С другими построить отношения у вас не получится, как ни вы бы не пытались. Чувство долга, улыбчивость, строгость. А вот к негативным качествам относятся интриги, лицемерие и невнимательность. Избавляйте от этого, потому что в своей жизни вы какой-то период будете одиноки, вас никто не будет понимать и не будет вас воспринимать. Далее, если вы родились 15 числа, то знаете, что 15 числа рождаются люди, которые любят творить, что-то изобретать, открывать, создавать. Вы желаете пробовать то, что другие побоятся. Любите что-то новое, неизведанное. Для вас важны эмоции, которые вы при этом испытываете. Вы не любите останавливаться на достигнутом и считаете, что ваша жизнь – это постоянное движение только вперед. Если человек останавливается, значит умирает. Вы чувствительные натуры, которые чужое горе пропускаете через себя. Вы очень расстраиваетесь и спешите всячески помочь. Вы не умеете абстрагироваться, принимать то, что не можете изменить в жизни своей или в жизни других людей. Вы готовы услышать любую правду, но не будете слушать даже необычайно приятную лесть. Обладая спокойным характером, это чуть ли не единственное, что способно вас разозлить. Увлеченность, точность. К негативным качествам относятся нетерпеливость, порой меркантильность и настырность. Далее, если вы родились 16 числа, 16 числа рождаются опрятные, духовно богатые, инициативные люди, которые добиваются хороших успехов, к ним прислушиваются окружающие. Они имеют много друзей, любят помогать, уделять внимание, заботиться. Это отличные семьянины, руководители, верные друзья. Вам постоянно нужно, чтобы рядом с вами был близкий человек. Деньги любят вас. Вы романтичные натуры, которые любят природу и все, что с ней связано. Также это очень чуткие люди, которые не пройдут возле чужого горя. Чуткие, добрые, независимые. К негативным качествам относится боязнь принимать самостоятельные решения, а также лень и непонимание тех, у кого взгляды отличаются от ваших собственных. Далее, если вы родились 17 числа. 17 числа рождаются энергичные люди, которые не будут щадить себя до тех пор, пока не достигнут нужных результатов. Вы любите деньги, поэтому много времени тратите на то, чтобы приумножить свое финансовое положение и иметь возможность ни в чем себе не отказывать. Вы любите порой немного фантазировать и приукрашать, особенно когда кому-то рассказываете о своей жизни. Вы не постоянны, можете искать место, где вам выгоднее. Вы не будете терпеть, если кто-то в чем-то будет вас ограничивать. Это касается как личной жизни, так и работы. Вы дипломатичны, вы уживчивы, тактичны. К негативным качествам относится изменчивость, также вы вредны и жадны. Далее, если вы родились 18 числа, рождаются люди, имеющие чистую душу, светлые мысли, вы талантливые люди. Вы готовы отстаивать то, что для вас важно в любых ситуациях. Вы не боитесь трудностей. Все, что есть в вашей жизни, заработано только собственным трудом. Вы всегда смотрите за своим внешним видом. Вы любите красиво одеваться, ловить на себе восхищенные взгляды. Вы следите за своей репутацией, но никогда не сделаете ничего, что может ее испортить. Вы самолюбивы, привлекательны, сексуальны, а вот к негативным качествам относятся завистливость, любопытство, невежливость, но только по отношению к тем людям, которые когда-то проявили к ним неуважение по причине или без нее.
Если вы родились 19 числа, то знаете, 19 числа рождаются внимательные люди к мелочам. Это озорные личности, у них в голове постоянно полно необычных и оригинальных идей, которые они стараются воплотить в жизнь, что делает вашу жизнь еще более интересной. Судьба порой балует вас и возвращает то, что вы заслужили, поэтому стоит совершать больше хороших действий. Вы способны принимать решения в экстремальных ситуациях, быстро взвешивая действия и получая только хороший результат. Вы прагматичны, вы коммуникабельны, но вот правда к негативным качествам относится ваша материальность, угрюмость и суетливость. Далее, если вы родились 20 числа, знаете, 20 числа рождаются, как правило, опытные люди, которые получают от жизни все, но нужно пройти через определенные трудные жизненные испытания. И это помогает вам строить свою жизнь так, как вы того и желаете и хотите. Поэтому нужда всегда обходит вас стороной, а жизнь полна изобилия. Для вас важны эмоции, поэтому для того, чтобы быть счастливыми, вам постоянно нужно их ощущать. Вы любите экспериментировать и пробовать то, на что ранее у вас не было возможности. Также вы финансово стабильны, гостеприимны, умеете искренне любить, вы романтики. А вот к негативным качествам относятся ваше тщеславие, расточительность. Можете попадать под влияние людей со стороны, которые используют многие ваши знания, при этом только в своих интересах. Далее, если вы родились 21 числа, вы знаете, 21 числа рождаются устойчивые люди к трудностям, осторожные люди. Вы делаете все последовательно, никогда не спешите. Вы любите создавать идеал из своего партнера, при этом с богатым воображением. Вы сильные личности, которые, поставив перед собой любую цель, сделают все, чтобы ее добиться. Вы цените тех, кто идет с вами по жизни. Никогда вы не предадите. Вы любите слушать свои инстинкты, которые вас никогда не подводят. Вы волевые, которые верите только в лучшее. Вы благодарные, обаятельные, сентиментальные личности. К негативным качествам относятся неумение вести бюджет, возбудимость и вспыльчивость. Если вы родились 22 числа, то именно люди, рожденные именно в этот день, индивидуальные, они легко обучаемы, очень общительные люди, которые стремятся постоянно к новым знаниям. Вы легко развиваете свои таланты, любите все неизведанное, манящее, мистическое. Вам нравятся люди, которые выделяются из всех. Вы не любите льстивых, лживых, злых людей, стараетесь от них держаться подальше. Хорошо зарабатываете, вашу жизнь нельзя назвать скучной, наоборот, она интересна и разнообразна. Вашей сильной стороной является умение сглаживать конфликтные ситуации, не допуская их повторения. Также вы умеете объяснять и подталкивать в нужном направлении. К негативным качествам относятся самовлюбленность и самобичевание. Если вы родились 23 числа, знаете, рождаются люди, которые обожают путешествовать, получать новые эмоции, знания, видеть что-то красивое, черпая от этого свои силы, энергии. Также любите идти навстречу судьбе. Вы не боитесь трудностей и каких-либо преград. Вы имеете большой потенциал, о котором часто не подозревают, и из-за этого не используют на полную мощь. В голове таких людей всегда много очень удачных, индивидуальных идей. Вы не любите попадать в ситуации, когда нужно кому-то быть чем-то обязанным или же от кого-то в чем-то зависеть. Вы собственники во всем, начиная от семьи, друзей и касаемо даже личных вещей. Вам нужен сильный человек рядом, на которого вы сможете равняться и положиться, и перед которым не будете бояться открывать в себя. Тогда ваша дорога в жизни будет не только активной, но и даже очень интересной. Вы остроумные, сдержанные, сердечные, а также серьезные люди. Но также у вас есть и негативные качества, к которым относятся хитрость и требовательность к другим людям. Если вы родились 24 числа, знайте, что рождаются скептики, циники, которые не умеют организовывать, направлять, руководить, поэтому предпочитаете выполнять только те задачи, которые перед вами ставят. Делаете вы это очень хорошо,
и при этом никого не подводите. Вне зависимости, это касается вашей сферы деятельности или чего-то другого. И вы действительно добиваетесь успеха. Вы преданные. Вам трудно найти общий язык с людьми, поэтому в вашем окружении мало людей, так как в большинстве случаев люди сторонятся вас, но те, с кем вы близки, могут быть уверены в том, что они имеют крепкую поддержку и верного друга. Вы умеете слушать, вы очень хозяйственны, скрупулезны. К негативным качествам таких людей относится то, что у них слабая воля. Они быстро загораются какими-то идеями и также быстро тухнут, а также они скучные и монотонные. Если вы родились 25 числа, знаете, 25 числа рождаются сдержанные, образованные, умные люди. Вы доверчивы, без чувства юмора и считаете, что если вы с добром ко всем людям, то и люди должны к вам относиться так же, из-за чего неоднократно вас предают. Поэтому вам стоит научиться меньше доверять и больше стараться разбирать в людях. Вы скрупулезные, интеллектуальные, привлекательные, добиваетесь высот в карьере. Часто обладаете сверхспособностями, видите то, что не видят другие. Вы рациональные, добродушные, сердобольные, которые стремятся построить карьеру, а также создать счастливую семью, что с легкостью у вас получается. Сильными качествами является целеустремленность, умение объединить то, что считаете важным для себя. У вас все действия обдуманные, безрассудие не для вас. Негативными чертами характера является ваша обидчивость, при этом по разным пустякам, которые порой стоит просто не заметить. Нерешительность, и для того, чтобы принять решение, вам понадобится много сил и времени. Вы все пропускаете через себя, через свою душу. От этого вам нужно отказываться, проявлять больше хладнокровия, и тогда ваша жизнь заиграет новыми красками. Если вы родились 26 числа, то знаете, в этот день рождаются люди, которые порой не знают, какой жизненный путь им выбрать. Они постоянно стоят на раздорожье, тратя на это ценное время и упуская шанс, который дает судьба. Поэтому ваша задача научиться быстро принимать решения, и вы увидите, сколько ситуаций и возможностей сможете использовать себе во благо. Из таких людей получаются хорошие друзья, которые способны хранить даже те секреты, с которыми будете не согласны. По этому поводу у вас будет совсем другое мнение. Но сами никому вы не готовы доверять свои секреты, так как чувствуете людей и знаете, что от них можно ожидать все, что угодно. Вы любезные, вы искренние, вы приветливые люди, которые умеют скрытые способности. Загляните себе в душу, вы много чего сможете там отыскать, что удивит не только окружающих, но и вас самих. Также вы романтики, вы однолюбы, мягкие, безобидные, но вот к негативным качествам относится то, что вы не умеете настоять на своем. В то же время вы очень гордые, слишком самолюбивые и порой заносчивые. Если вы родились 27 числа, то знаете, 27 числа рождаются люди, которые хотят хорошо жить и готовы для этого сделать многое, но при этом не боятся работы, готовы много трудиться, проявлять себя в разных сферах жизни. И вы знаете, это у вас хорошо получается. Вы творческие, вы умные, добрые люди, которым нравится помогать другим. И Вселенная любит вас, и в большинстве случаев вы получаете то, что желаете. Вы добры сердцем, но тщательно это скрываете, из-за чего людям кажется, что вы неприступны и что вы грубые. Вы умеете просчитать тех, кого недолюбливают, на несколько шагов вперед. Вы пользуетесь и уважением среди знакомых, имеете хорошо развитую интуицию, можете ужиться с кем пожелаете, но если человек попадет в категорию врагов, недоброжелателей, другой шанс ему никогда дан не будет. Вы интеллектуальны, коммуникабельны и привлекательны, а вот к негативным качествам относится принципиальность, злопамятность, которую вы можете пронести даже через года. Если вы родились 28 числа, знайте, 28 числа рождаются интересные, эмоционально стабильные, амбициозные люди, которые преданы тому делу, которым занимаются, знают себе цену и никогда не будут ни перед кем унижаться, навязывая свое присутствие и общение. Но те, кто ценит их, будут боготворить, стараться всячески удивить.
Это люди, от которых не стоит ждать никаких подвохов. Искренность – это ваша кредо. Но вот с партнерами вам трудно выстроить крепкие отношения, так как не всем получается их заинтересовать. Таких людей нужно воспринимать такими, какие они есть, не пытаясь их в чем-то менять. Вы честные, преданные, честолюбивые люди. Негативным качеством относится смирение, порой апатичность. Не стоит это впускать в свою жизнь. Если что-то не нравится, откажитесь лучше от этого. Если вы родились 29 числа, то 29 числа рождаются эмоционально нестабильные и в какой-то степени капризные люди, которые умеют искренне любить и также искренне ненавидеть. Вы способны находить выход из самых сложных ситуаций, помогая решить любой сложности проблемы. К вам часто идут за помощью и ценят вас на работе. Вы любите приключения, риск. Бывает, что не решаетесь на какие-то крупные авантюры, поэтому довольствуетесь, как говорится, лотерейными билетами, при этом часто даже выигрываете. Вы решительные, вы сексуальные, энергичные. К негативным качествам относится желание навязывать свое мнение и невосприятие того, что это кому-то может не нравиться. Также вы можете быть грубы. Часто чувствуете, что на вас возлагается много надежд, и это дает вам чувство незащищенности. В такие моменты у вас нарушается ваше биополе, поэтому его нужно стараться как можно чаще укреплять. Если вы родились 30 числа, то знаете, 30 числа рождаются смелые, проявляющие лидерские качества люди, которые не считаются с мнением окружающих, так как для них важным является только то, чтобы достичь своих собственных целей. Эти люди обладают красивой внешностью, пользуются популярностью у противоположного пола. Они умеют правильно организовывать свое время, благодаря чему способны реализовывать свои многие планы. Актуальные всегда знают, в какой момент что нужно сказать, чтобы подчеркнуть свои сильные стороны, достоинства. Они артистичны, добросовестные, а вот к негативным качествам относится нежелание признавать чьи-то сильные качества, иногда возможность посплетничать, вспыльчивость, когда вам отказываются идти с вами на какой-то компромисс. Поэтому вам стоит научиться больше обращать внимание на свое поведение и контролировать обязательно все сказанные слова. Если вы родились 31 числа, знаете, это рождаются независимые, практичные люди, которые материально предпочитают духовному. Такие люди часто общаются с тем, кто им в данный момент более выгоден, и могут использовать людей в своих целях. Как правило, это карьеристы с успешной карьерой. Также они очень влюбчивы, обращают внимание на физическое, а только затем на душу, из-за чего на протяжении долгого времени ошибаются в избранниках. Часто их голова наполнена грустными мыслями, обладают огромной силой воли, галантны, внимательны, общительны. К негативным качествам относится азартность, как в общении с людьми, так и в повседневной жизни. Безразличие в тех вопросах, которые неинтересны, они отказываются решать проблемы, которые считают не своими, даже если из-за этого кто-то пострадает. Таким людям стоит научиться отпускать тревоги, которые они накапливают, и больше воспринимать простые радости. Друзья, благодаря этой информации вы сможете лучше узнать себя, свои качества, а также сильные стороны и то, что вам нужно менять. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Друзья, кто спрашивал, как можно нам материально помочь, поддержать нашу команду, друзья, ссылка в описании есть, и эту благодарность вы можете выразить просто-навсего по ссылке через донат. Нам будет приятно. Любая сумма, которую вы окажете нам, это большая сила, потому что мы тем самым действительно можем вместе с вами изменить нашу жизнь. Мы надеемся, что Вселенная обязательно приумножит те мыслимые и немыслимые блага в вашей и в нашей жизни. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся уже буквально в следующем видео.